Привет, это Технозон. Сегодня у нас обновленный топ-5 ТВ-боксов из Китая в диапазоне от $100 до $200. И это по состоянию на октябрь, вернее на ноябрь. На ноябрь 2019 года, и он абсолютно другой. Он не такой, как был в прошлом месяце, он очень сильно изменился, потому что появились новые игроки, которые, кстати, были у нас уже на обзоре. И, честно вам говорю, не буду затягивать вступление. Единственное скажу, что ссылки на все эти ТВ-боксы вы увидите в описании под видео, а также там есть ссылки на условия розыгрыша, которые проводятся сейчас на канале. Это ценнейшие призы и подарки, обычно это игровые видеокарты. Ну а также вам советую нажать подписаться и колокольчик, потому что вы просто-напросто пропустите все то самое интересное, что еще будет у нас на канале. Да, в принципе, там и есть уже очень много интересного. Ну что ж, а сейчас мы берем наш ноутбук и открываем и рассматриваем наш топ-5 из Китая. И все самое интересное вас ждет именно сейчас. Поехали. Итак, у нас все интересненько. Все интересно потому, что у нас появилось две новых позиции в топ-5. Он вообще весь переигрался. И мы начнем с 5-го места. Почему? Потому что вы мне указали, что первое место не актуально. Всем интересно сразу 5-е, а потом уже идти к первому. Поехали. 5-е место у нас неизменно содержит Hades VM3, версия 4:32. Очень много прошивок на текущий момент, в том числе Android TV прошивка. Есть Core LEC. Я, кстати, дома уже подсел на Core LEC под Hades VM3, который просто работает идеально. Поэтому всем советую. Он основан на процессоре Amlogic A311D. Это тот же самый S922X процессор, но с большей частотой и с блоком искусственного интеллекта. Отличная штукенция. К тому же это разработка, именно классная платформа для разработки. Это мини-ПК в форме Smart TV бокса. У него есть отличные сетевые модули, одни из лучших на рынке. Плюс это, знаете, такой себе конструктор. Если вы любите поизвращаться, тут можно все ставить. И Linux для работы, и сервер на Linux можно поднять, и плюс еще кластеризировать. Классная коробка, 5-е место. Обзор оригинальный лежит в описании под видео. Продавец у нас проверенный, рейтинг продавца будет 95%. Теперь, что у нас здесь есть еще в нем? Я советую именно сейчас про модель. Нижнюю модель мы выкинули из топа. Ну так уж получилось. То есть это 2.2 процессор. Блок нейронной сети. В нем есть. Почему же он еще в топе? В нем есть M2 разъем для подключения SSD на разъеме M2. И это круто. Вы получаете сразу Smart TV Box с SSD. К тому же к нему подключается тюнер DVB-C, DVB-S. Это очень хорошо. И плюс можно подключить еще плату Hi-Fi саунда. Это тоже отличное преимущество этого Smart TV бокса. Но он на 5-м месте. Кто же у нас на 4-м? На 4-м у нас новинка. Новинка на осень 2019 года. Это A95X Max Plus. Тоже на 922-м процессоре. 922X. И настолько он мне сильно понравился. Он идет в комплекте с двумя геймпадами. Один RCU геймпад, который реагирует на размахи. И там, кстати, в нем установлено в этом боксе специальные игры для этих вот активных. Там можно мечом рубить. Ну, короче, такая классная штука. Оригинальный обзор тоже положил в описании под видео. Идет он в комплектации 4х64. Абсолютно крутой, металлический, не греется, большой такой бочонок. В нем есть транскодирование звука в коде на DTS 5.1 и на Dolby Digital 5.1, но нет True HD. При этом его нет в простом варианте без коде, то есть он достаточно плохо работает именно транскодирование звука, поэтому только 4-е место. Но сам по себе ТВ-бокс работает идеально. Он не совсем подойдет для тех, кому нужен именно ТВ-бокс для проигрывания классного HD звука. В нем есть все, что необходимо. Вот если вы взяли его под хороший телевизор, то да, в паре с телевизором это просто идеально. Он проигрывает 4К отлично, на нем можно играть торренты, он, ну, действительно, просто хороший ТВ-бокс. Советую идти смотреть обзор. Единственное, мне испортило в нем впечатление нахождения USB-портов спереди на лицевой панели. Это действительно мне не понравилось. Во всем остальном ТВ-бокс просто суперовый. В нем корректно работает HDMI цик. Геймпады очень качественные в комплекте. Ну, кстати, геймпад другой. Я уже показывал тоже дополнительный обзор. Геймпад другой. И сетевые модули здесь тоже очень хороши. Даже к тому же в данном ТВ-боксе можно подключать SATA диск. То есть откручиваете снизу ножки, и там есть разъем для SATA диска. Вы его
его туда впихнули, и у вас уже готовое решение для организации, допустим, дома сервера, медиа-сервера для воспроизведения контента на всех устройствах. 4 место. Отличный ТВ-бокс. Неплохая цена для столь такого большого комбайна. Проверенный продавец 90%. 3 место у нас удерживает Zidu Z9S, и он на 3 месте, потому что он, мать его, транскодирует Dolby Atmos звук, то есть у него есть прямой проброс Dolby Atmos. К тому же у него есть 2 SATA разъема, к нему можно подключать жесткие диски, он алюминиевый и основан на Realtek 1296, рейтинг продавца высокий, в нем 1296DD процессор, кстати, он транскодирует практически любой звук, в нем MIMO стоит, Wi-Fi, OpenWRT, NAS двойная система, то есть вот там работает и Android 7.1, и OpenWRT, и все это такое, знаете, открытый Linux, супер смарт TV бокс с обзором, тоже там внизу у нас лежит в описании под видео, 64-битная система, кстати, попрошу заметить, поэтому для воспроизведения вот именно фильмов, здесь есть во всех моделях, которые я перечисляю, есть автофреймрейт. То есть здесь есть автофреймрейт, правда в A95X Max автофреймрейт поднимается через FRD, а здесь автофреймрейт нативный через родной плеер. Он поддерживает, здесь есть поддержка мультипротоколов SMB2, SMB1, NFS, есть контрол-центр, то есть здесь вот очень много различных плюшек, которые предлагает нам Zidu. И это действительно такой вот... А, кстати, здесь же Hi-Fi аудио тоже забыл сказать, 192 кГц. Поэтому, ребят, отличное решение для 3 места. Суперовый ТВ-бокс. Именно для... Это ТВ-бокс не для игр. Это ТВ-бокс для качественного просмотра 4К фильмов, 4К контента. К тому же здесь очень неплохая картинка. Обычно Realtek славится тем, что у них лучше картинка, чем у конкурентов типа iMlogic и других, скажем так, процессоров. Поэтому он заслуженно занимает свое 3 место. 2 место у нас новый претендент на 2 место, и это Belink GT King Pro, ребят. Belink GT King Pro, новый ТВ-бокс на осень 2019, и здесь у нас очень много интересных плюшек. Во-первых, уже вышла прошивка на Android TV, скоро она будет на канале, если уже нет. Теперь лицензия DTS Listen, лицензия Dolby Audio, то есть здесь есть лицензионный звук, а также здесь тоже есть Hi-Fi Sound. И декодирование звука Dolby, кстати, у нас происходит в родных плеерах. То есть там не нужно мучиться с пастру. Он основан на iMlogic S922XH процессоре. Это новый процессор с частотой 2.21. Это один из самых быстрых процессоров на китайском рынке для Smart TV боксов. На нем очень классно играть кстати, во всех 3 боксах на 922 процессоре, который у нас есть, вот A95X Max, Belink GT King Pro и плюс на 1 месте та коробка, которая на 1 месте, можно играть сейчас в PUBG Mobile в высоком качестве с HDR. Теперь, что есть еще в Belink GT King Pro? Он совсем отличается от первого Belink King. Они его выпустили, собрали все минуса и выпустили вот эту вот штуку. Она отличная. Автофреймрейт реализуется через FRD, отлично работает. 2 стоит чипа ESS от ESS, которые обеспечивают Hi-Fi звук. Плюс у них есть вот Support Dolby and DTS Audio Decoding, HDMI Output 7.1 Channel Cinema Level Audio Decoding. Короче, то есть 7.1 они транскодируют, плюс вот у них есть 2 чипа для Hi-Fi звука, это ESS DAC ES9018 и Recore RT6862. Приводят здесь кучу тестов, мы пока даже не добрались до тестов именно Hi-Fi саунда, потому что, это надо в студию идти, чтобы оценить. В общем, он оснащен пультом с аэромышью G10S, и он заслуженно у нас занимает 2 место. И почему он 2 место, я вам могу сказать, потому что при наличии лицензии Dolby и DTS он не транскодирует True HD звук и DTS HD High-Res звук. А это, к сожалению, расстраивает. Хотя для тех, кто имеет ресиверы 5.1, они именно могут получить здесь качественный, хороший звук. А тех, кто аудиофил и имеют классные усилки, то здесь напрямую воткнули усилок и вау, и улетели к небесам. Проверенный продавец, все отлично. $145 он стоит сейчас в Китае. Кстати, скоро распродажи будут 11.11, но
может быть, вы это будете смотреть позже 11.11, поэтому сильно не рассчитывайте. И кто же у нас на первом месте? А на первом месте у нас Yugus AM6. AM6 и AM6 Pro. Мы их объединили с прошлого топа, топ-5. Почему? Потому что AM6 и AM6 Pro, они отличаются всего лишь количеством памяти. В остальном все, и сетевые модули, наличие Bluetooth, все абсолютно одинаковое. Это суперская коробка. Почему она на первом месте, а не Belink на первом месте? Да потому что эти коробки на простом 922 процессоре умеют транскодировать HD звук. Dolby True HD VLC в коде. DTS HD Hi-Res VLC и коде. То есть вы можете смотреть любой контент, торренты онлайн, например, с Dolby True HD звуком. На него существуют прошивки Android TV. На него существует народная прошивка на чистом Android. То есть это отличный Smart TV Box. И цена у него в конечном итоге, то есть если вы хотите действительно качественную коробку, то на первом месте должен стоять именно Yugus AM6. И я считаю, что это заслуженно. Давайте так, компания маленькая, но очень амбициозная. Я честно вам скажу, я считаю, что им нужно сертифицировать свой бокс и получить еще и лицензию Netflix. Тогда они просто-напросто оттеребонькают вообще весь мир по своему Smart TV Box строению. Потому что он содержит те плюшки Yugus, которые не содержит ни один TV Box вообще. То есть вам не нужно здесь ничего допиливать. Здесь есть Samba клиент, здесь есть CIFS клиент, здесь есть Samba сервер, здесь есть NFS клиент, двухдиапазонный Wi-Fi, один из лучших MMO с внешними антеннами. То есть здесь есть все, что вам необходимо. А самое главное, здесь охренительное охлаждение. Он тихий, бесшумный и не тротлит. И еще здесь прошивки допиливаются постоянно. То есть вам не нужно думать, что ваша коробка не будет обновляться. Он обновляется, то есть прошивки выходят, обновления выходят практически раз в 2 месяца, полноценные, хорошие обновления с исправлением всего. Плюс здесь есть Key Remapper для геймпада, есть Key Remapper для пультов. То есть вы любой пульт можете сюда сделать именно практически нативным. То есть он будет его воспринимать как нативный, потому что можно создать профиль пульта прямо в самой прошивке, в меню настроек. Это просто идеальный TV-бокс, и он заслуженно занимает первое место в топ-5 от 100 до 200 долларов TV-боксов из Китая по состоянию на осень 2019 года. Если вы не согласны с топом, пишите в комментариях, обязательно обсудим. Если вы хотите что-то добавить, либо какой-нибудь TV-бокс, то тоже кидайте в комментарии под видео, будем с вами там холиварить. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся, смотрим на ссылки с оригинальными обзорами в описании под видео. И плюс ссылки на проверенных продавцов там же. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.